Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео, посвященном специально Дню всех влюбленных, я раскрываю интересную всем сферу. Это любовь, отношения, секс, страсть и каково это на самом-то деле строить семью, заводить романы и идти в долгую по жизни с таким интересным, мощным и ярким знаком зодиака Овен. Ну что, ребята, разберемся. Присаживайтесь поудобнее. Овен. Для того, чтобы понять, каково это с ним в отношениях, нужно в прямом смысле понять, что это за знак зодиака. Первое – это знак огня. Это первый знак зодиака, и, естественно, это тот человек, который всегда торопится, который хочет быть первым, у которого очень много дел, который всегда на движе, всегда на энергии. И сразу понимаете, что если вы человек тихий, спокойный, размеренный, то, скорее всего, вас Овен будет где-то даже напрягать. А если же вы человек с широкими открытыми взглядами, то вы будете понимать, что эта огненная энергия, наоборот, будет давать вам много действий, много энергии для действий, да, то есть Овен – это тот знак зодиака, который локомотив. И просто понимайте, что если вы в отношениях с Овном, то он всегда будет реально переть эти отношения на себе. Ну, то есть здесь неважно, мужчина это Овен или женщина это Овен. Женщины Овны очень эмоциональны, очень страстные, очень активны. Они не могут сидеть на месте, им нужно постоянно что-то делать. Точно так же и мужчины Овны, они постоянно что-то там придумывают, что-то делают, постоянно что-то конструируют, что-то собирают, что-то преодолевают, какие-то трудности, какие-то проблемы, задачи. То есть это тот знак зодиака, которому сложно жить, когда вот все просто, все стабильно, все обычно. Они, конечно же, тянутся к стабильности, тянутся к тому, чтобы все было у них классно, но они тухнут, их огонь внутренний тухнет в обычной стабильной жизни. И здесь понимаете, что этот огонь будет всегда. Этот огонь будет в обычных отношениях, на свидании. То есть на свидании Овну хочется, чтобы вы это были страстные, интересные. То есть там, я не знаю, пошли ли вы в кино, то это должен быть боевик. Классный, интересный. Опять же, неважно, мужчина Овен или женщина Овен. То есть это стрелялки, это активность, это действие, это приключение. Так Овен черпает энергию, то есть ему так классно, ему так хорошо. То есть, конечно же, есть дни, когда Овны могут посмотреть мелодраму, но в основной своей массе это те знаки зодиака, которые, то есть люди, представители знака зодиака, которые, ну вот активны, которые на движе, это человек-боевик. И здесь, конечно же, понимаете, что в сексе, в постели, в интимной сфере тоже хочется буры эмоций, страсти, хочется, я бы так сказала, не просто такой пылкой страсти, активных действий, раздеваний, переодеваний. Здесь, конечно же, нужно еще понимать, что у Овна второй управитель – это Плутон. И это тоже вообще ни разу не простой знак зодиака. В конце видео прикреплю ссылочку на плейлист, где вы можете нажать и выбрать, прочитать про Плутона и про Скорпиона, да, то есть ту же самую тему про Скорпиона и про других знаков зодиака. То есть если вы хотите посмотреть про себя тоже, про своего партнера, то есть если вы Овен, а он, например, Козерог. Все это будет там в плейлисте, еще много разных видео, которые тоже по классике в конце всегда прикрепляю. Так вот, вернемся. То есть Плутон, да, это планета такая мощная, планета на максималках, планета такая, в принципе, размеренная, но активных, таких жестких энергий. Это эмоциональный знак. Если Овен – это огонь, это движ, это скорость, да, но при этом это страсть. И такой микс из, то есть Овном управляет Марс, Скорпионом управляет Плутон и Марс в том числе, но здесь история того, что все-таки
У Овна основной такой главный мощный управитель, это, конечно же, Марс, и тот, который на движе быстрее и выделяется, да, и все-таки второй управитель это Плутон. И здесь, конечно, тоже бывают моменты, когда Овну хочется и на максималках, и с максимальным разнообразием, с максимальной интенсивностью, и эмоции хочется иногда, чтобы они были такие легкие, энергичные, действенные, да, а иногда хочется и порыдать, и эмоционально, то есть прочувствовать весь такой спектр эмоций. И здесь, конечно же, Овны это тот знак зодиака, который очень быстро отходит, тот, который очень быстро воспламеняется, да, поэтому если вы пригласили Овна на свидание или же идете с Овном на свидание, знайте, что если вы будете веселый, активный, коммуникабельный, будете танцевать, зажигать, то есть с Овном вам будет классно и весело. То есть если вы сами тот человек, который любит вечеринки, то с Овном вам будет явно хорошо. Естественно, Овен любит, когда в семейной жизни точно так же вечеринки, когда интересно, когда весело, когда какие-то мероприятия, полосы препятствия, походы, какие-то активные действия, движ, все собрались на пикник, это мощно, это активно, на нескольких машинах, компаниями собрались, все. То есть все играют, все классно. И не забываем, что Овен это знак зодиака, который огненный, а знаки огня, они все любят игру, поэтому различные игры, будь то они в жизни, это нормально для Овна. В постели это ролевые игры в том числе, и ну здесь естественно понимаете, что постельный мир наш, да, он является таким очень интимным, и здесь необходимо наладить коммуникацию, обязательно разговаривайте, потому что Овен, как его принято говорить, многие говорят, такой тупой знак, просто тупо делает и все. Нет, у всех у нас есть эмоции, у всех у нас есть переживания, у Овна точно так же есть переживания. И вот в любовной, в интимной сфере для того, чтобы скрепить ваш союз, обязательно говорите, разговаривайте. Овен это тот знак зодиака, которому необходимо, чтобы было понятно. Тогда он готов пахать всю жизнь. Тогда он готов зарабатывать, пахать, строить все для будущего, для дома, для семьи, для отношений. То есть он тогда будет на всю катушку просто зажженным и действовать в активности, да? Поэтому здесь Овну нужно понимать, для чего и ради чего, потому что Овен делает все-таки для того, чтобы понимать ради чего, то есть он видит цель, он знает цель. Если у Овна цели нет, ну, конечно, естественно, сразу вам, ребята, скажу, что это не тот знак зодиака, который просто абы как побушевать. Нет, этот огонь горит ради какой-то цели. Да, обязательно создавайте романтические мероприятия, романтику. Овен любит романтику в том числе, любит, чтобы было красиво, не идеально, идеально это к другому знаку зодиака относится, да. Овен любит, чтобы было красиво, чтобы было ярко, чтобы было прекрасно, чтобы горели свечи, такая теплая, приятная атмосфера. Овен, знак огня, обожает свечи, поэтому создавайте вот такую романтику, создавайте романтику вместе, обсуждайте все свои идеи, планы, разговоры, идите в будущее, потому что Овен тот знак, которому нужна цель. И с этой целью он по жизни идет, ради этой цели он загорается или же перегорает, когда цель уже больше не актуальна. Поэтому для того, чтобы вам понять, как идти с ним в долгую или нет, прекрасный знак зодиака всегда будет с ним интересно, активным, постоянный придумщик по жизни. Поэтому если вы любите, когда жизнь не сплошная рутина, потому что Овен не любит рутину, Овен не может жить рутинной жизнью. То есть для него рутина это когда что-то постоянно происходит интересное, и каждый раз это разное. И он еще любит в этом интересном поучаствовать. Да? То есть для него вот это рутина. Для кого-то рутина просто проснуться утром, сходить на работу, прийти домой, там, приготовить еды, лечь спать. Для него это убийственная рутина. Поэтому создавайте себе мероприятия, создавайте себе движ, и тогда вам с Овном будет классно. А если вы живы два Овна вместе,
ну тогда, ребята, понимайте, что однозначно вам необходим план, вам необходимо постоянно общаться, вам необходимо иногда в том числе друг от друга отдыхать, потому что, да, Овен — это тот знак зодиака, в принципе, которому необходимо свое какое-то пространство. Он любит, если Овен любит, то он любит очень сильно и даже не объясняет, почему. Это не объяснит. То есть, если есть вот этот пожар, огонь к человеку, да, и с годами вот это, я бы так сказала, вот если можно там идеализировать и говорить любовь, то у Овна это, скорее всего, такая внутренняя страсть, внутренний огонь к человеку, да. Можно это как-то говорить, что это плотское, что это вот ненормально. Ребят, если же у Овна есть страсть к человеку внутренняя, да, неважно, мужчина это или женщина, то значит человек, значит Овен с этим человеком, представителем другого знака зодиака, вообще неважно какого, значит он ему максимально доверяет, он максимально ему благодарен, он максимально с ним в таком созвучии душ, да, поэтому здесь понимаете, что у Овна нету такого «я тебя люблю». Вот это можно отнести к другим знакам зодиака, но не к Овну, у него просто мозг и мысли, они работают по-другому. Но если Овен выбрал вас, то его огонь для вас будет гореть всегда. То есть это тот знак зодиака, который, если любит, то любит. Но любовь у него вот такая огненно, поэтому понимаете, иногда это будут какие-то такие мощные обнимашки, иногда это будет так, все, я убежал, мне нужно срочно что-то делать, да-да-да, я позвоню, все нормально. То есть это человек, который уже убежал, но еще договаривает свою мысль, то есть он вот такой по жизни, здесь просто понимаете, что это знак зодиака, это суть человека такая, и он всегда будет таким. Если вы максимально понимаете, что с вами за человек, что с вами за персонаж, вы понимаете, чего от него ждать. И да, Овен может начать изменять, может уходить. Почему? Потому что нет этого понимания. Он не понимает, ради чего он живет. А если Овну максимально понятно, к чему идут ваши отношения, что вы вкладываете в отношения, что есть у Овна, какой у него план. И если же ваши планы совпадают, то Овен готов гореть в этих отношениях вообще просто потрясающе. И радовать, и двигать семью, и направлять, и активным быть, и все, и сделает для этого все. Поэтому, дорогие мои любимые, если же вы Овны меня смотрите, или кто пришел подглядеть про Овнов, знаете, что знак зодиака, который не может жить монотонно, ему неинтересно, он тогда сам погибает. Поэтому пусть горит огонь Овна и любовь к вам, потому что любовь Овна, она такая, можно сравнить с ребенком. Она такая яркая, детская, настоящая, потому что Овен вот такой по жизни есть. Дорогие мои, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если же у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях. Обязательно при этом указывайте свою дату, время, место рождения. И желательно, конечно же, дату и место рождения своего партнера. Я буду смотреть некую совместимость, на кого у меня хватит силы, времени, естественно, да, потому что вас с каждым разом становится все больше и больше. И если вы хотите узнать свою совместимость, как вы классно сочетаетесь с Овном, особенно если вы хотите сделать это быстро, в описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию совместимость, на любовную консультацию, будем разбираться с вами лично. Поэтому вот такие истории, ребята, спасибо, что были здесь, я надеюсь, была полезна, и вы узнали про Овна максимально то, что хотели узнать. Постаралась сделать это коротенько, чтобы не отнимать много времени, потому что, да, в конце видео еще есть ролики про других знаков зодиака, их тоже надо посмотреть. Ну что, ребят, я желаю вам прекрасного дня влюбленных, будьте созвучны, будьте гармоничны и любите друг друга, потому что этот мир все-таки держит прекрасные и классные отношения. Ребят, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.